Приветствую всех, кто хочет связать со мной вот такую маленькую куклу с подвижными руками, ногами и головой. Я назвала эту куклу Антонио. Подробный видеообзор по этой кукле вы можете посмотреть по ссылке в углу экрана, а также ссылку оставлю под видео. В этом видеообзоре также можно узнать, какие материалы и инструменты понадобятся для вязания этой куклы. А в данном видео мы начнем вязание и свяжем руки. В конце видео я также покажу, как сделать шарниры и как их укрепить для того, чтобы они служили дольше. Перед началом вязания первой руки нужно оставить кончик длиной около 40-50 сантиметров. Чем толще используйте нить, тем длиннее нужен этот кончик. Из него мы потом свяжем пальцы. И с этого места начинаем вязать руку. Набираем 5 воздушных петель. Узелок я здесь не делаю, у меня вместо узелка сразу первая петля. Ниточку подтягиваем. И со второй петли от крючка провязываем 4 столбика без накида. 1, 2, 3, 4. Делаем воздушную петлю, затягиваем ее и будем вязать по стенкам. Сначала вот по этим 4, затем по вторым 4. Вот так вот по кругу. В первую полупетлю провязываем столбик без накида. Во вторую провязываем прибавку 2 столбика в одну. В третью провязываем также прибавку. И в четвертую по этой стороне столбик без накида. Переходим на другую сторону. Из этих 4 в первую петлю провязываем столбик без накида. Во вторую прибавку. Третью прибавку. И заканчиваем ряд точно так же столбиком в четвертую полупетлю. Итого в ряду получится 12 столбиков без накида, по 6 с каждой стороны. И далее будем вязать по получившемуся кругу. Здесь временно нить вытягиваем и будем вязать пальцем. Вот этим оставленным кончиком подтягиваем его, если он распустился. И в основание первого ряда, вот сюда, в первую петлю вводим крючок, захватываем сзади нить и провязываем 3 воздушные петли. И со второй петли от крючка провязываем 2 соединительных столбика. 1 и 2. И вводим крючок в ту же петлю в основании, где у нас начинается палец. Захватываем нить и провязываем соединительный столбик. Теперь вводим крючок в следующую петлю. Захватываем нить, провязываем соединительный столбик.
Для следующего пальца вяжем 4 воздушные петли. И со второй петли от крючка вяжем 3 соединительных столбика. Раз. Два. И 3. Снова соединительный столбик в основании ряда в ту же петлю. В следующую петлю соединительный столбик. Три воздушные петли и 2 соединительных столбика. Это будет третий палец. Раз и 2. И снова соединительный столбик в основании. И нам остается связать мизинец. Делаем снова соединительный столбик в основании. Для мизинца набираем 2 воздушные петли и 1 соединительный столбик. И довязываем соединительный столбик в основании в ту же петлю. И нить вытягиваем. Такие вот получаются пальцы. Потом их еще поправим, когда будет готова рука. И вот этот оставшийся кончик нужно спрятать внутрь. Вводим крючок вот в это отверстие, которое у нас получилось. И выводим в том месте, где у нас начинается мизинец. Захватываем нить и вытягиваем. И когда мы свяжем потом больше рядов, то этот кончик окажется у нас внутри ладошки. Его можно подрезать, если он слишком длинный, чтобы он не мешал. И продолжаем вязание. Третий ряд. Провязываем 1 столбик без накида в первую петлю предыдущего ряда. И вяжем большой палец 4 воздушные петли. И со второй петли от крючка 3 соединительные столбика. Раз. Два. И 3. В следующую петлю предыдущего ряда вяжем второй столбик. Дальше третий, четвертый, пятый, шестой. И по второй стороне довязываем все петли до конца без изменений. Итого в ряду получится у нас 12 столбиков без накида и плюс большой палец. Вот так должна выглядеть на данном этапе ладошка со всеми пальцами. В следующем ряду, четвертом, провязываем первую петлю столбиком без накида. Теперь нам нужно связать убавку. Я буду вязать невидимую убавку, поэтому я через одну петлю за одну стенку ввожу крючок и за одну стенку первую петлю от крючка.
Рабочую нить держите поверх пальца и довязываю столбик. Можете связать обычную убавку. И повторяю убавки еще 4 раза. Вторая убавка. Третья убавка. Четвертая. Пятая. И у нас остается в этом ряду один столбик, который мы провязываем столбиком без накида. В этом ряду получится 7 петель, 5 убавок и по одному столбику в начале и в конце. Вот этот кончик я прячу внутрь, чтобы он мне не мешал. И вот такая ладошка получится у нас. Продолжаем вязать руку. В следующем ряду вяжем 3 столбика без накида. 1, 2, 3, 2 прибавки по 2 столбика в одну петлю. И в оставшиеся 2 столбика вяжем столбик без накида и прибавку. Итого в ряду мы прибавили 3 раза. Вместо 7 петель должно получиться 10. Проверяйте всегда количество петель в конце каждого ряда. Следующий ряд, 6-й, вяжем прибавку в первую петлю и 9 столбиков без накида, без изменений по столбику в каждую петлю. Получится 11 петель в ряду. Затем прибавляем с двух сторон. Вяжем прибавка 5 и прибавка и 4 столбика. Будет 13 петель в ряду. И провязываем 2 ряда без изменений по 13 столбиков в ряду. Вот так будет выглядеть рука на данном этапе. И здесь из-за прибавок конец ряда сместился с края на одну петлю назад. Я не буду здесь довязывать петли смещения, просто продолжаем вязать дальше. Следующий ряд нам нужно сделать 4 убавки. Я снова буду использовать невидимые убавки. Раз. Два. Три. И 4. И оказываюсь я с другого края и провязываю остальные петли просто столбиками без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. Получится 9 петель в ряду. И это сужение у нас в районе локтя получается. Следующий ряд по тем петлям, где мы делали убавки, мы наоборот делаем прибавки. То есть будет 4
прибавки. И остальные петли, 5 штук, провязываем без изменений. Будет выглядеть уже вот так. В следующем ряду провязываем 8 столбиков. С этого края будет 2 прибавки и 3 столбика. В ряду будет 15 столбиков. И затем 2 ряда провязываем по 15 столбиков. И здесь обратите внимание, что смещение у меня все еще есть. То есть начиналось у меня вот здесь, и вот так на 2 петли уже примерно конец ряда сместился назад. У вас должно получиться так же. Следующий ряд, 15, провязываем столбик и 3 убавки. Я здесь снова делаю невидимые убавки. 1, первая получится сбоку, 2, и 3. После убавок находимся примерно на середине передней части и довязываем оставшиеся петли до конца столбиками без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. Итого в ряду будет 12 столбиков. И вот эта сторона должна закруглиться. И следующий ряд провязываем 16 и просто 12 столбиков без накида, без изменений. Теперь делаем убавки наоборот. Вот с этого края у нас будет 6 столбиков и 3 убавки в 16 ряду. Итого 9 петель в ряду. Набиваем деталь. Возьмите наполнитель, который вы используете. Я скатываю вот такие небольшие комочки и при помощи деревянной палочки проталкиваю внутрь руки. Сначала проталкиваю до самого конца, чтобы немного набить ладошку. Вот здесь, в этом месте. И после этого также набиваю вот эту часть и вот эту часть довольно плотно. И вот в этих местах между частями руки, наоборот, не очень плотно, чтобы не допустить растяжения. Вот так будет выглядеть рука на данном этапе. И нам осталось закрыть отверстие. Следующий ряд вяжем 4 убавки. Я их также делаю невидимыми. 1, 2, 3, 4 и последняя убавка 4. Итого сейчас получится 5 петель. Одну петлю просто мы не провязываем. И стягиваем это отверстие. Ниточку я вытягиваю, отрезаю.
и крючком через одну петлю, одну пропускаю, во вторую ввожу крючок, вот так захватываю этот кончик и вывожу. И еще разок также одну петлю пропускаю и через одну вывожу крючок от отверстия и снова вывожу нить. Хорошенько затягиваю, закрепляю этот кончик воздушной петлей. Вот таким образом. И этот кончик остается только спрятать внутрь. И наша первая рука почти готова. Останется только сделать шарнир. Все, ниточка спрятана. Поправить все при необходимости. Вот такая ручка должна получиться. Переходим к шарниру. Берем руку большим пальцем к себе и ищем петлю, которая будет находиться посередине. И 1, 2, 3, 4 на 4 ряда ниже последнего ряда. Вот эта петля, в которую мы будем вязать шарнир. Вводим крючок с правой стороны и выводим через одну петлю с левой стороны, вот так. Присоединяем нить. И провязываем воздушную петлю. Это будет петля вместо первого столбика. Теперь вводим крючок в ту же самую петлю и выводим в ту же петлю. Прокладываем сюда кончик, надо его обязательно закрепить, чтобы шарнир потом хорошо держался. И провязываем столбик без накида. Получится такая прибавка. Вместо первого столбика у нас просто петля и второй столбик в ту же самую петлю. Теперь поворачиваем вязание на 90 градусов, вводим крючок в ту петлю, откуда он только что выходил при вязании, и выводим крючок на одну петлю вверх руки, вот так вот получится. И здесь провязываем столбик и затем второй столбик точно так же в ту же самую петлю вводим крючок и выводим туда же. Получится прибавка в этом месте. Теперь снова поворачиваем на 90 градусов, вводим в ту петлю, откуда у нас крючок только что выходил, и выводим на одну петлю в бок. Так. Захватываем нить и снова провязываем таким образом 2 столбика. 1 и 2. И последний раз. Теперь поворачиваем вниз руки, вводим крючок в ту же петлю, откуда он вышел, и выводим в то место, где мы начинали только вязать шарнир, в ту же самую петлю, куда вводили крючок. И провязываем тоже 2 столбика в эту петлю.
получится, как бы мы связали по такому квадрату, по каждой стороне квадрата прибавку. И итого здесь получится 4 прибавки и 8 петель в ряду. В следующем ряду нам нужно снова в каждую петлю связать прибавку. Находим первую петлю, которую мы вязали вместо столбика, и провязываем в нее прибавку 2 столбика в одну петлю. И теперь по всем оставшимся 7 петлям провязываем прибавки. Итого в ряду будет 16 столбиков. И потом еще 2 ряда провязываем по 16 столбиков без изменений. Вот так расширится эта деталь. Видите, как она выглядит? У нас как бы сразу идет такое расширение от руки. И в следующем ряду будем делать наоборот убавки. Убавка, убавка, убавка и так далее. Всего 8 раз. Из 16 петель получится 8. Здесь неважно, каким образом делаем убавки. Можете делать невидимые, можете пропускать петлю или делать обычные убавки. Эта деталь у нас будет внутри тела потом, и это не будет видно. Делайте как вам удобно. Вот так она должна выглядеть после убавок. И теперь ее нужно набить. Прежде чем набить, я ее палочкой вот так вот расправляю, потому что мне нужно ее набить плотно, чтобы шарнир затем внутри тела сидел хорошо. Плотно набиваю, расправляю все внутри. И после этого остается только стянуть петли. У меня 8 петель в ряду сейчас. Ниточку я вытягиваю и отрезаю подлиннее, чем обычно. И ей же стягиваю это отверстие. Пропускаю одну петлю и во вторую петлю ввожу крючок. Захватываю нить и стягиваю. Вытягиваю нить наружу, затем снова пропускаю одну петлю, во вторую ввожу крючок. Снова захватываю нить и вытягиваю. И так повторяю еще несколько раз, до тех пор, пока у меня отверстие не стянется. Почему я здесь не делаю 4 убавки? Потому что тогда шарнир вытянется. А мне этого не нужно. Закрепляю кончик при помощи воздушной петли, вытягиваю нить и придаю шарниру нужную форму. Вот так надавливаю, чтобы он максимально прижался к телу. Вот этот кончик прячу внутрь руки, вот этот кончик прячу внутрь шарнира. Вот так в итоге должна выглядеть одна рука. Это у нас правая рука. И вот так она будет крутиться потом внутри тела. За счет этого шарнира, который мы вяжем в тело. Вторую руку мы начинаем вязать точно так же, как и первую. С воздушных петель, 4 столбиков, и затем увеличиваем по двум сторонам до 12 петель в ряду. Здесь нить также вытягиваем, а вот этим кончиком вяжем пальцы. Но пальцы вяжем наоборот. Вводим крючок в основание первого ряда, вытягиваем нить и провязываем 2 воздушные петли. Со второй петли от крючка провязываем соединительный столбик.
и соединительный столбик в основание в ту же петлю. Соединительный столбик в следующую петлю, 3 воздушных петли, 2 соединительных столбика со второй петли от крючка, 1, 2, соединительный столбик туда же в основание, соединительный столбик в следующую петлю и 4 воздушные петли, 3 соединительных столбика по петлям, 1, 2 и 3, соединительный столбик в основании, следующую петлю, соединительный столбик, и последний палец состоит из 3 петель и 2 соединительных столбиков, 1, 2 и последний столбик в основании, и после этого также нить вытягиваем и протягиваем ее внутрь вязания. Сюда вот вводим крючок и выводим около последнего связанного пальца указательного. Захватываем кончик и выводим. Таким образом у нас получились пальцы другой руки, левой. И продолжаем вязать теперь. Начинаем с первой петли предыдущего ряда. Провязываем 5 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4 и 5. И в этом месте вяжем большой палец. По аналогии с предыдущей рукой 4 воздушные петли, 3 соединительные столбика по 3 петлям, и со следующей свободной петли провязываем столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6. И у нас остается в этом ряду одна непровязанная петля. Вот ее и первую петлю следующего ряда нужно провязать в убавку. Поэтому я ввожу крючок в первую петлю следующего ряда и в последнюю петлю этого ряда и провязываю убавку. Убавку делаю невидимую. Итого в ряду будет 11 петель, и конец ряда у нас вместился на одну петлю. Четвертый ряд. Провязываем 2 убавки. Один. И 2. Следующая петля у нас уже будет с другой стороны пальца. Здесь ниточку перекидываем сверху
пальца и провязываем столбик. И в следующую петлю провязываем еще один столбик. И довязываем ряд 2 убавки. Один, два. И в последнюю петлю столбик. Получилось 7 петель в ряду. И уже видна левая ладошка. В следующем ряду вяжем прибавку. Три столбика без накида. 1, 2, 3. Прибавка. Столбик. И в последнюю петлю ряда прибавку. Вместо 7 петель у нас должно получиться 10. И пока конец ряда у меня находится сбоку. В следующем ряду делаем одну прибавку. 5 столбиков, прибавка сбоку и 4 столбика. Будет 11 петель в ряду. Вот здесь должна она получиться с другого края от конца ряда. Вот здесь мы расширяли с этой стороны, где палец, поэтому на этой руке мы тоже расширяем с той стороны, где палец. Потом делаем в двух местах по аналогии расширения и провязываем 2 ряда по 13 столбиков без накида, без изменений. Так должна выглядеть деталь на этом этапе. И здесь у меня тоже смещение конца ряда произошло на один столбик от этого края, так же как и на предыдущей руке. Тоже никакого смещения я не провязываю и сразу начинаю вязать следующий ряд, 10. 2 столбика без накида и 4 убавки. Снова я делаю невидимые убавки. Старайтесь делать такие же убавки, как и на первой руке, чтобы руки выглядели одинаково. Вторая убавка. Третья. И 4-я убавка. И до конца ряда у нас остается 3 петли, которые мы провязываем столбиками. Итого в этом ряду будет 9 петель. Мы довязали до локтя. И давайте сравним 2 руки. Вот эту часть мы связали аналогично, только в симметрии, чтобы одна рука была левой, другая правая. И дальше в эти вот 4 петли, которые мы делали убавки, мы также провязываем прибавки и остальные петли без изменений. То есть будет 2 столбика без накида, 4 прибавки и 3 столбика без накида. Получим 13 петель в ряду. Следующий ряд 12, провязываем 2 прибавки с этой стороны и 11 столбиков без изменений. Будет 15 петель в ряду. И затем провязываем 2 ряда без изменений по 15 столбиков.
И здесь обратите внимание, что у меня тоже произошло смещение, как минимум на 2 петли, как и в предыдущей руке. В следующем ряду будет 1, 2, 3, 4 столбика, убавка, убавка и третья убавка, и 5 столбиков до конца. Получится 12 и один ряд без изменений, 12 столбиков в ряду. И следующий ряд, здесь будет убавка 6 столбиков, 2 убавки в конце, будет 9. И в этом месте аналогично набиваем руку наполнителем, начиная с ладошки. Набиваем также первую часть, вторую часть и третью часть плотно. Обязательно сравнивайте с первой рукой, чтобы они получались симметричные. И после этого довязываем эту руку. Делаем также 4 убавки. В ряду получится 5. Затягиваем отверстие, так же как и здесь. И получится левая рука симметричная правой. И нам остается сделать шарнир. Шарнир делаем абсолютно аналогично. Отступаем 4 ряда от конечного отверстия вниз. И по центру ищем петлю, вокруг которой навязываем шарнир. И вот такой результат должен у вас получиться. Такие 2 руки. И нам остается закрепить шарнир. Это по желанию. Для случаев, если руки будут часто крутиться, чтобы они не протерлись. Берем акриловый лак, либо клей ПВА и кисточкой наносим вот в эти самые узкие места со всех сторон. Промазываем. Даем немного впитаться, буквально минуту-две. И на вторую руку тоже наносим. Когда у нас лак или клей впитался, то лишнее мы убираем салфеткой и даем полностью просохнуть. Оставляем сушиться. После того, как детали высохнут, места, где мы промазали, они станут твердыми. И это будет предотвращать от протирания. Руки у нас готовы. Встретимся во второй части вязания Антонио и будем вязать ноги.